Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень необычные конфеты из проростков клюква-миндаль. Те, кто знает о пользе проростков, точно оценят этот рецепт. Я покажу вам, пожалуй, самый простой способ приготовления вкусных проростков. Можно сделать это один раз и наслаждаться вкусными и мега полезными конфетами еще очень долго. Друзья, я подготовила для вас рецепт супер вкусного, мега шоколадного ПП торта. При всей его шоколадности, а в составе есть качественный шоколад, в нем прекрасное содержание белка и невысокая калорийность. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Начинаем готовить конфеты с приготовления проростков примерно за 2 суток. Для этого берем любую качественную крупу, это могут быть зерновые или бобовые. У меня это горох маш. Также очень вкусные и супер полезные проростки получаются из зеленой гречки. Готовятся они очень просто. Замочите промытые зерна чистой водой комнатной температуры на ночь. Если какие-то зернышки всплыли, избавьтесь от них, они не прорастут. Утром они хорошо набухли. Промываем их через сито. Теперь нужно пересыпать их на широкое сито, дуршлаг, поддон от пароварки, как у меня, или любой контейнер с отверстиями в дне. Важно, чтобы его можно было установить над какой-нибудь емкостью и до дна еще было расстояние. Застилаем тканевой салфеткой или марлей. Также можно использовать тонкое полотенце. Выкладываем зерна. Распределяем тонким слоем. И укрываем еще салфеткой или тем же полотенцем. И еще раз тщательно поливаем водой. Для проращивания зернам нужна влага, воздух и темнота. Поэтому я поставлю эту конструкцию в темный шкаф. Можно и просто укрыть полотенцем. В следующий раз заглядываем к проросткам вечером. Смотрите, они уже проклюнулись. Наша задача просто поливать проростки один раз в 12 часов, чтобы поддерживать уровень влажности. Воду из нижнего поддона желательно сливать. Орехи подготовить очень легко. Промываем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. В духовке либо сушим при самой низкой температуре и открытой дверце, либо обжариваем при температуре 160 градусов Цельсия 20 минут. С клюквой тоже ничего сложного. 300 грамм ягод выкладываем на противень с антипригарным ковриком и распределяем. Вы можете и купить сушеную клюкву, но в ней всегда присутствует немалое количество сахара, поэтому я сушу клюкву сама. Если не хотите заморачиваться с сушкой, возьмите вместо клюквы любой сухофрукт. Клюкву мы отправляем сушиться в духовку при температуре около 80 градусов Цельсия, при открытой дверце и включенной конвекции. По времени это может занять от 3 до 8 часов. 180 грамм миндаля измельчаем в блендере в крошку. Можно помельче, можно покрупнее, как вам больше нравится. После сушки получается вот такая ягода. Она очень кислая на вкус, но именно эта кислинка в конфетах полностью завуалирует любые необычные или непривычные для кого-то привкусы проростков. Перекладываем сухую клюкву в блендер. И давайте проверим, как себя чувствуют наши проростки. У меня прошло 2 суток, всего 3 полива. Посмотрите, очень хорошие выросли росточки. Я не проращиваю до длинных ростков, на мой вкус самые вкусные проростки около 1 см длиной. Они же считаются самыми полезными. В этот раз даже больше у меня выросли проростки за то же время. Вообще их длина не принципиальна, просто предлагаю вам ориентироваться на 1 см. Теперь осталось немного промыть готовые проростки в чистой воде. Для конфет по рецепту нам понадобится 130 грамм. Оставшиеся проростки можно добавить в любой салат или в смузи, а также заморозить порционно и доставать каждый раз, когда вам потребуются витамины. В холодильнике их можно хранить 3-4 дня.
В морозилке, конечно, намного дольше. Если у вас уже отделяются чешуйки, то можно их аккуратно выловить, но это не обязательно. Просто пользы в них немного, и без них цвет конфеток будет ярче. Тщательно промываем и откидываем на сито, чтобы слить всю воду. Перекладываем проростки в блендер с клюквой и тщательно измельчаем, насколько может справиться ваш блендер. У меня получилось примерно вот так. Теперь сюда же добавляем 30 грамм натурального сиропа. Его можно заменить медом или просто водой. И подсластитель по вкусу. У меня это очень сладкая стевия. Здесь нужно много сладости, потому что кислинка у клюквы очень активная. По количеству ориентируйтесь на эквивалент 150-200 граммам сахара. И теперь уже измельчаем в максимально однородную массу. Примерно вот такая кашица должна получиться. Перекладываем в чашу для смешивания и добавляем измельченный миндаль. Тщательно размешиваем. Вот такая масса должна получиться. Из нее уже можно лепить, но пока она будет сильно липнуть к рукам. Чтобы этого избежать, укрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 1 час. После этого орехи впитали часть влаги. Посмотрите, масса уже намного более плотная, и из нее прекрасно можно сформировать конфетки. Делаем шарики любого размера. Я делаю конфетки разной величины. Все готово. Осталось обвалять конфетки. Я использую разные посыпки. Тот же измельченный миндаль, очень логично он тут смотрится. Какао для любителей шоколадного вкуса. И сублимированная малина. Это очень красиво, конечно. Вот такие конфетки получились с этими обсыпками. Все 3 варианта хороши по вкусу. Внутри у этих конфеток просто взрывной клюквенный вкус, который по-своему прекрасно сочетается и с миндалем, и с какао, и с ягодной посыпкой. В них также сочетается польза проростков с прекрасным вкусом. Конечно, готовить такие конфетки каждый день не нужно. Предлагаю их заморозить и размораживать каждый раз, когда вам захочется побаловать себя и своих близких ярким вкусом и витаминным составом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!